Из моего инстаграма все уже, наверное, давно догадались, что появилось у меня новое увлечение в виде мотоцикла, и теперь мне очень нравится на нем кататься. А почему бы не рассказать о нем и не сделать обзор, тем более, что у меня в инстаграм вы спрашивали о том, какие же у меня все-таки впечатления, нравится мне на нем ездить или нет, какие у меня есть к нему замечания, и вообще стоит ли покупать такой мотоцикл. Так вот, сейчас я вам все расскажу. Подпишитесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали. Усаживайтесь поудобнее, а я с большим удовольствием начинаю обзор своего байка NC750X. Японский производитель Honda уже много лет выпускает байки самых разных версий, но первые NC700 были выпущены только в 2012 году, и в 2014 году их обновили до версии 750, куда добавили двигатель увеличенного объема, новый выхлоп, бортовой компьютер и новую систему ABS. В 2016 году серия NC750 получает обновление, касающееся внешнего вида и технической части, в частности, светодиодные фары, приборная панель, дополнительные режимы езды для 10 коробки, увеличенное багажное отделение для шлема, новые цвета, 7-ступенчатую регулировку заднего амортизатора и некоторые изменения для удовлетворения норм Евро-4. Это модель 2020 года, и визуально она мало чем отличается от той, что была выпущена в 2016 году. Но этот мотоцикл по-прежнему единственный в своем классе тур-эндуро байков с автоматической коробкой передач. DCT или Dual Clutch Transmission так и переводится как роботизированное КП с двойным сцеплением. Сейчас она является наиболее совершенной с точки зрения экономичности и скорости переключения. Всего передач на байке 6, и это позволяет чувствовать себя абсолютно комфортно на любой скорости. Впрочем, быстрее 80 миль в час я себе на нем разгоняться пока не позволяла. Сказывается мой небольшой опыт езды и сильный встречный поток воздуха, с которым предустановленная защита уже не справляется. Хотя без нее, наверное, меня бы сносило уже на 60 милях, то есть где-то на 100 км в час. На левой ручке можно найти контроллеры, которыми при необходимости можно в ручном режиме повышать или понижать необходимую передачу. С другой стороны, справа, возле кнопки зажигания, есть переключатель, который переведет байк из обычного режима драйв на спорт с более агрессивной тягой и чуть более дерганым переключением передач. И да, шестую он включит на 10 миль позже, чем простой драйв-мод. Стоя на светофоре, мне стоит просто повернуть правую рукоятку, и я первая вырываюсь вперед, оставив далеко позади не только машины, но и других райдеров на обычных байках с ручным сцеплением. Двигатель обладает достаточным крутящим моментом для начала движения, а трансмиссия автоматически переключает скорости, чтобы минимизировать расход топлива. По заявлениям самого производителя, мотоцикл способен проехать около 370 километров на одном баке, объем которого 3,7 галлона или 14 литров. Для байка с таким потенциалом это немало, но всегда можно желать большего, ведь хочется на нем ехать далеко и долго. Расход 50-60 миль на галлон в зависимости от скорости или 3,8 литра на 100 километров. Бак находится в хвосте под пассажиром, а не, как в других байках, между ног водителя. Вместо этого производитель заботливо разместил здесь багажное отделение, куда без проблем помещается полноразмерный шлем с перчатками, ну или небольшой рюкзак. И так как мне мало одного багажника, я прицепила еще сумочку, в которой храню все свои сокровища. Удобно? Да не то слово. Это был едва ли не решающий фактор при выборе мотоцикла. Доступ к нему, так же как и к баку, осуществляется с помощью отдельного локера под замком зажигания. Меня спрашивали, удобно ли будет на нем ездить в долгую поездку, например, 2-3 часа. Очень мягкое сиденье. Посмотрите, какое мягкое.
И подвеска здесь замечательная, потому что все-таки это тур-эндуро байк. Поэтому на нем я ехала 2, 3, 4 часа, и вообще у меня попа не болела, в отличие от моих друзей, которые жаловались: ой, давайте сделаем остановочку, потому что что-то у меня задница припекла. Проще говоря, если вы ищете удобную туристическую посадку, то можете дальше не искать. Единственное замечание: хотелось бы, наверное, встроенный круиз-контроль. А то тур-эндуро байк без круиза — это как торт без вишенки, ну или как, придумайте сами. Думаю, что вы и так это заметили, что здесь цепной привод. Это, наверное, связано все-таки с тем, что хотели максимально облегчить вес байка и сделать его наиболее мощным, потому что, как мы знаем, кардан хоть и не требует ухода и ставится на многие мотоциклы, но с цепью нужно будет повозиться, и я вот с ужасом жду того момента, когда мне нужно будет ее смазывать. На первом своем ТО мне ее вроде как обработали, нанесли какую-то серую массу на нее, достаточно липкую, которая, по идее, должна защищать цепь от дождя и влаги, но рано или поздно придется ее чистить и смазывать. Я купила специальный прибор, сейчас покажу. В общем, выглядит так, что у меня есть все необходимое для того, чтобы обработать качественно цепь, почистить ее, смазать заново, и я надеюсь, что не возникнет никаких проблем. Пока что я этого ни разу не делала, и, честно, немного побаиваюсь. Не то чтобы прям боюсь запачкать руки, готова пройти через это все самостоятельно, но просто побаиваюсь что-нибудь сделать не так, поэтому купила себе такой специальный кит, в котором есть все необходимое, и вроде как не ошибешься. Я думаю, что не высшая математика, разберемся. Прямоугольный LCD-дисплей, не супер большой, но вполне информативный. Есть все: спидометр, тахометр, одометр, на какой передаче или режиме едете, сколько осталось бензина в баке. И почти невозможно забыть выключить поворотник, потому что он тоже дублируется на дисплее. Ну, почти невозможно. Параллельно сдвоенный двигатель объемом 745 кубических сантиметров немного выдвинут и наклонен вперед. Видимо, для упрощения доступа к нему, хотя, надеюсь, мне не понадобится туда лезть. Японец же должен быть надежным. И в отличие от других байков, которые устрашают всех окружающих своим рокочущим звуком двигателя, эта Honda не будет так сильно раздражать соседей и пугать прохожих. Этот мотоцикл достаточно тихий и спокойный, так что можете приезжать, хоть выезжать в 6 утра и приезжать в 12 часов ночи. Вы не потревожите ни соседей, ни спящих детей. Вот поверьте и послушайте. Двигатель работает гладко, с минимальной вибрацией, на любой скорости. Но что я точно поняла? Мало уметь быстро разгоняться. Неплохо бы знать, как правильно и тормозить. Одиночные диски гидравлических тормозов спереди и сзади выполняют свою работу без малейших претензий. АБС позволит резко затормозить, но при этом не допустит блокировки колес. На левой рукоятке расположен ручной тормоз, который не позволит байку сдвинуться с места, даже если пришлось оставить его на склоне. Для меня это самый универсальный и разносторонне применимый байк, если можно так выразиться. Благодаря высокой подвеске он хорошо справляется с неровностями на дороге. По бездорожью я, честно признаюсь, особо на нем не ездила. Но почему-то мне кажется, что любители проселочной пыли оценят и мягкость подвески. В моем случае такая высота подвески скорее минус, чем плюс. При росте 170 сантиметров я с трудом могу сказать, что крепко стою на земле. Ногу в расслабленном состоянии я не ставлю полностью на асфальт. Я, конечно, могу дотянуться пяточками, но это не то же самое, если бы у меня был запас. Поэтому при желании я не могу его вытолкать. Самым большим испытанием для меня являются даже незначительные склоны и ситуации, когда мне нужно ногами толкнуть его назад в горку, либо переехать какое-то препятствие. По этой причине я приучила себя всегда парковать байк лицом к выезду. Из-за высокой посадки я также не могу похвастаться своей маневренностью на дороге. У меня нет многолетнего стажа, и я не мастер джимхана, поэтому повороты стараюсь проходить не быстро, аккуратно, чувствуя наклон, не закладываю байк, как это делают более опытные байкеры. И то же самое с контрсвешиванием. Просто я знаю, что если я упаду, а это, увы, случалось и не раз, если верить царапинам на мотоцикле, даже здесь, я одна езжу достаточно часто, но самостоятельно поднять байк я не в состоянии. И оказаться в неловкой ситуации с отдыхающим посреди дороги мотоциклом, просить о помощи окружающих, помочь мне поднять его, мне бы не хотелось. Так что я избегаю ситуаций, к которым пока не готова. Кстати, у мотоцикла еще один прикол. Когда его заводишь,
И пока ты не снял подножку, не убрал, он никуда не поедет и драйв не включит. Нужно сначала убрать подножку, а потом только мотоцикл разрешит включить драйв. Пока что с подножкой, вот смотрите, вообще никакого вам драйва не будет. А вот стоит убрать подножку, и все, пожалуйста. Глядя на байк, сложно оценить, что же делает его таким заметным на дороге. Ну, дизайн вряд ли можно назвать выдающимся. Но у меня точно нет претензий к фонарям. Хотела включить. Если сейчас я бы снова была перед выбором, какой байк мне бы хотелось, я бы, пожалуй, обратила внимание на рестайлинговую модель 2021 года. К коробке автомат, как и ко всему хорошему, привыкаешь достаточно быстро. И если вы решили попробовать проехаться на Энсихе, придется пережить первое время, когда левая рука все время по привычке тянется за несуществующим сцеплением. И в панике хватаешь воздух, пока не осознаешь, что там, ничего нет. Все контроллеры движения на правой руке. И левая, никак не помогает. Я все же верю, что будущее, как и с автомобилями, за автомат-коробками. И, конечно же, комфортной ездой. Оставляйте свои вопросы и комментарии под этим видео. И если вы живете в LA, то не стесняйтесь написать мне. Возможно, мы сможем покататься все вместе. Не забудьте подписаться на мой канал, если вам понравился мой обзор и вы хотите знать, что будет дальше. Желаю отличного дня и замечательных поездок, а также безопасной езды на мотоцикле. Всем пока!